Абстрактиус. Скажите, пожалуйста, что вы думаете про войну у нас в стране, в Украине? И знаете ли вы вообще об этом? С большим уважением всегда к вам относился. Нам здесь очень тяжело. Я нахожусь в стрессе, как любой нормальный человек. Не могу ни спать, ни есть, ни ходить. Ничего делать не хочется. Прилип к экрану и вот так мониторю все сайты, отфильтровываю информацию, смотрю, что происходит, потому что убивают моих друзей. Я переживаю за людей. В каждом из нас бьется сердце, страдает душа. Зачем-то, если смотреть из самой возможной глубины, зачем-то это нужно. Может быть, для того, чтобы мы научились больше любить, больше чувствовать друг друга, вообще просто человека, независимо от национальности. Может быть, для того, чтобы мы переоценили всю свою жизнь, посмотрели, что в ней главное. Ведь мы понимаем, что те, кто поклонялись золоту, деньгам, всю жизнь клали на это, переступали через честь, совесть, расталкивая всех, кто был на пути, лишь бы было больше и больше и больше. Мы же понимаем, что сейчас они теряют все. Может быть, кто-то из них задумается, для чего он живет. Я молюсь всем своим сердцем искренне за каждую душу, которая участвует или не участвует, сидит дома просто у компьютера. Я молюсь за то, чтобы каждый пробудился от сна, чтобы как можно скорее закончилось это безумие, этот идиотизм. Каждому спящему я посылаю любовь, что я могу еще сделать. Я не могу повлиять на решение идиотов. Я не государство, я не знаком ни с одним чиновником. Не могу позвонить и сказать: ну слушай, давай, вы уж как-то договоритесь. Люди гибнут, дети кричат, страдают, дети гибнут. Моя молитва, моя просьба к высшим силам, чтобы они сделали нас разумными, чтобы мы научились относиться друг к другу как к божественному посланнику, а не как к врагу. Кого-то они пожурят, кому-то дадут подзатыльник, кого-то отправят на перерождение. Цена этому может быть очень высокая. Тому, чтобы мы научились любить друг друга. Как-то Иосиф Бродский сказал, что беда России в том, что мы не можем уважать других людей. Кто ты такой? Звучит вопрос, когда мы слышим какие-то возражения. Ты вообще кто такой, чтобы говорить сейчас? Наверняка многие думают, глядя на меня, да кто ты такой вообще, чтобы что-то говорить. Именно так мы смотрим на соседей, на прохожих, просто на незнакомых людей. Когда я первый раз оказался в Соединенных Штатах и видел, как друг к другу люди идут и здороваются, улыбаются, это было так приятно, потому что я такой. Идет прохожий, если встретился с ним глазами, я улыбаюсь. Но чаще всего в ответ я вижу угрюмое лицо. А чё улыбишься? Че ты хочешь сказать? Если мы не понимали до этого намеков наших высших сил, значит, до нас доводят информацию таким путем. Будем учиться, чтобы снять напряжение, стресс, говорю с вами. Делать пока ничего не могу, хотя теоретически знаю, что это единственный выход из ситуации. Нужно что-то делать, убраться, в конце концов, в мастерской, машину починить. Может быть, получится, может быть, нет, но попытаюсь говорить с вами об искусстве. Если для вас это важно, продолжить наши диалоги, дайте знать. Мне очень понравился вот этот текст. Людей сейчас злит, если ты за Путина, за Зеленского, за Россию, за Украину. Стыдишься и рыдаешь, смеешься, делаешь вид, что ничего не происходит. Если ты молчал 8 лет, если ты говорил 8 лет, если ты медитируешь, когда война, если слишком много читаешь новостей,
совсем не следишь за новостями. Выходишь на улицу, чтобы сказать «нет» войне, не выходишь на улицу, смотришь сериал или мемы, чтобы справиться с ужасом. Люди ищут виноватых. Люди напуганы, ранят друг друга словом, обвинениями, спорами. Но сейчас нет выигравших и проигравших. Мы все пострадавшие, все. И каждый справляется с шоком по-своему. Кто-то действует, кто-то замер, кто-то плачет, кто-то несет ахинею, кто-то успокаивает и обнимает. Начните с себя, не требуйте от других подвигов или удобных, приемлемых реакций. Начните с себя, посмотрите, вы сейчас вышли на тропу войны или на тропу мира.